Здравствуйте, меня зовут Горецкий Александр, я являюсь президентом Европейской академии медицины, которая находится в Польше. Мы занимаемся лечением абсолютно неизлечимых болезней. В своей практике мы используем более 30 методов народной медицины, в том числе и защиту от влияния негативной энергии. Хочу рассказать вам про шерстяные нити на левом запястье, которые завязываются. Вот многие это связывают с различными обрядами, которые где-то кто-то делает. Правильно сказал, что есть такая каббала, можно сказать, которая включает в себя огромное количество людей, которые входят, и в том числе они тоже рекомендуют вот эти вот шерстяные нити. Шерстяные нити из первых поп-звезд, можно сказать, это начала носить Мадонна, и все российские поп-звезды на сегодняшний день фактически тоже являются носителями. Я вам сейчас объясню принцип действия, вы поймете. Я думаю, такого объяснения вы нигде до настоящего времени не встречали. И поэтому воздействие и этой нити, в принципе, многие не верят, а некоторые просто считают это шарлатанством или же какими-то действительно шаманскими штучками или же сектантскими штучками. Понятно, да? Я вам сейчас дам объяснение, которое это только мое умозаключение. Я занимался охотой и знаю, что такое охота на волков. Не был на охоте? На волков нет. Слышал такую охоту на волков с флажками? Конечно. Да. Так вот, не может перепрыгнуть. Да, не может ни перепрыгнуть, ни переползти, ни перейти. Флажки с красными, можно сказать, ленточками такими, на расстоянии 40-60 сантиметров навешиваются на шнурок и обтягивается громадная территория, километры, можно сказать, каких-то угодий охотничьих, обтягиваются флажками и там, где находятся волки. И с этой территории очень легко потом охотиться. Даже эти флажки навешиваются на несколько дней. Ни днем, ни ночью волк не может перейти вот эти ленточки с красными флажками. Вот это вот ограду, можно сказать. Почему не может? А сейчас вы сами мне скажете, почему. Если скажете. А на какой высоте? Высота большой роли не играет, не так. Много не пользуется. Да. На уровне собаки-волка. Не может пройти, да? Да. Вообще не понимаю, почему. А вот сейчас я вам еще интереснее скажу. Волк и собака не различают цвета. Да, не различаю. А у них черно-белое зрение, это точно. Да. Причем давай красный. И 2D. У нас 3D, а у них 2D. Да. Они не видят цветов. Они не распознают красный цвет. Но через красные флажки они не переступят. Ни при каким. Их будет убивать, а они не переступят. А через синий? Пробовали другие цвета? Только красный. Странно, если они не воспринимаются. Как тогда? Магия. Магия цвета. Дальше. Волк каждый день убивает животных. Он видит каждый день красную кровь. Но он же не умер с голоду. Он видит красную кровь, не боится, ест животных. Но не может перейти через красные ленточки. Дальше. Если говорят, он боится запаха. За день, за два запах выветривается капитально. Какой бы он ни был. Нет специальной жидкости, которую наносят на эти флажки. Говорят, что от ветра они колышутся, но есть безветренная погода. Абсолютно не влияет.
и днем, и ночью действует. То есть даже цвет вообще не имеет значения. Может, там какой-то круг из-за этого, я не знаю. Неважно даже круг или нет. Могут сделать треугольником, могут сделать одну сторону, полукруг. Но они точно делали другими цветами, и у них не помогло это? Только красный. Не знаю. Может, это специально? Во-первых, волк не боится красного самого по себе. Он Не хищник, воспринимает. он убивает животных. Кровь абсолютно красная, такая же, как флажки. Ночью вообще не видно, красное это или нет. Но волк не перейдет в эту черту. Да, любопытно. Что? Какое объяснение? Да. Что там было у Высоцкого, помнишь, идет охота на волков, идет охота на злобных хищников, матерых и щенков. И лают псы до рвоты, до красной линии. Что там дальше? Вспомни слова. Я не знаю эту песню вообще. Главная песня. Вспомни слова, говорит. Семенович, главная песня «Охота на волков». Ну да. Как же там дальше? Что-то, вот, по-моему, там был ответ. Нет, Нет, не там было. тоже не было. Да, тогда не знаю. Но там было про флажки тоже. Ну, конечно, Да. позабыл. Псы лают до рвоты. Да, прям загадка. Может, они ненавидят эти красные? И только волки, да, больше так никто не Волк Собаки. и лиса. Лиса. Больше ничего. Только волк и лиса. Лиса так средненько. То есть может Знаете, разобраться. это- Может как- перейти, может не перейти. Ну, как бы, но тоже охотиться на лису с флажками тоже. Их так запрограммировали, мы же в матрице живем. Конечно. Конечно. Представь, тебя убивают, тут флажки болтаются. И как стена. Ну, в общем, волк это такое создание, творение лунное, да, он же на Луну там все время воет. В общем, такое, но еще, мне кажется, оно мистическое достаточно, волк, там все время эти оборотни есть и так далее, что-то есть. Мне кажется, Чечерия, это в общем, да, как? люди все уже придумали. Ну, я не могу сказать 100%, я скажу свое объяснение, простое, можно сказать. Волк – это воплощение зла. Ну да, вот мистическое. И красная лента, красные вот эти флажки – это Добро. большой, очень большой барьер энергетический, через который волк просто не может перейти. Как мел. Это красный цвет, мы ощущаем его как цвет. На самом деле это частоты, Да, энергия. это энергия. Я, например, обучал своего сына определять цвета руками с закрытыми глазами. Есть такая Ну, технология. и он определяет. Я тоже определяю, но так, я просто не тренируюсь, это самое, а я его учил. Все. И вот вибрация, каждый цвет дает свою вибрацию. Я знаю, что люди читают даже. Да. руками. Можно сейчас, есть технологии, можно научиться читать. Это азбука боя. Нет, Нет, обычную книгу. обычную книгу. Есть А это есть не с точно, точечками этими, а есть просто можно Видите, читать. Бронникова Ну, называется. можно полностью, не руками даже, можно так воспроизводить. То есть частоты. И вот эта частота красного цвета влияет на хищника, на волка, например, на лису так, что он не может перейти эту... Она как стена. Как прям в книжках сказочных, магия какая-то. Да, это магия. Это так и есть, это магия. Надо одеть. И поэтому независимо от того, это секта, независимо от того, это шаманы, это сама природа. То есть красный цвет – это охрана. Я думаю, что это огонь. У него генетическая память Возможно. о лесных пожарах. Возможно. То есть ему это флажки, как стена огня, кажется. Но это необъяснимо нам. Понимаешь, как человеку это необъяснимо. Что это такое? Но это работает. Это работает настолько, что мы не осознаем этого и никогда не можем осознать, потому что мы этого не чувствуем. Это чувствует волк.
Как он чувствует, он тоже не скажет нам, что он чувствует, понимаете? Но он это ощущает настолько, что это сильнее смерти. Сильнее страха смерти. А почему надо носить веревочки, а не просто красную одежду, например? Красная одежда то же самое. Вообще в обществе считается, что агрессивный цвет красный. Да, потому что это сильная энергетика. Для кого-то агрессивный. Понимаете, есть добро и зло. И эти две силы для кого-то, если кто-то одел красное, для тот, кто воплощение зла, можно сказать, а есть такие тоже люди, они будут агрессивно относиться к этому красному цвету. Это то же самое, как волк и красный флажок. Прошлым летом я решил купить себе первые красные штаны в жизни. Катя сопротивлялась 2 месяца. И разрешала мне купить красные джинсы. Что-то значит. Значит, я добро, а ты зло. Я хотел себе красные джинсы, а ты мне не А давала если, 2 например, месяца. зло одевать красный цвет? Да, чувствуем просто. Я думаю, что это трудный эксперимент будет. Ну, вот как раз я испытала на себе этот эксперимент. Поэтому это мистика, это сверхъестественные действия, но это работает. Надо одеть. Но меня вот удивляет, что волк — это воплощение зла. Мне кажется, это обычный животное. Ну, если брать волка и зайца, конечно, что-то все-таки в этом есть. Ну, конечно, это хищник, но он же не единственный хищник. Когда воплощение зла тигры там. Ну, есть, я скажу так, что это Очень один из очень умных. Это очень умный хищник. Я не использовал тоже эту вот нити эти до момента, пока я сам логически не дошел до вот этого объяснения с волками. Еще почему на левой руке, я вам объясню. Левая рука является как бы магнитом, притягивает. Энергетику. Правой больше всего отдаешь, левой притягиваешь. Поэтому не имеет значения, левша или правша. Есть механизмы работы энергии, и тут оно так работает. Поэтому то, что я рассказал вот про эту нить, это тоже одна из защит.